Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать одно, наверное, хорошее такое положительное видео. Это именно про те орхидеи, которые сидят у меня вот на данном реанимационном окне. Там орхидейки лечатся, восстанавливаются, и кто-то из них приобретает новую жизнь. Но изначально хочу сделать небольшое отступление. В одном из видео под комментарием было написано о том, что это женщина с Украины. Я поняла это просто-напросто по языку и, конечно, по тому выражению, которое было высказано, что мы здесь живем мирно, спокойно, а они живут в подвалах. Вы здесь лезете в нашу страну, отбираете наши земли. Для чего вы это делаете? Пусть будут прокляты все вы, и весь мир вас проклинает. Я, конечно, ребят, все понимаю. И я искренне сочувствую именно вам и тем зрителям, которые смотрят меня именно с Украины. Но я ни в коем случае никому не желаю зла. Но для чего именно мне писать такие комментарии? Я не имею к политике абсолютно никакого отношения. Я не имею связи с президентом Российской Федерации и никак на эту ситуацию повлиять не могу вовсе. Я такой же обычный мирный житель России, как и вы, обычно мирные жители Украины. Испокон веков всегда, конечно, были братьями. И кто-то искренне остается человеком. У меня нет, никогда не было какой-то нацистской идеологии. Для меня все люди– это люди. Не знаю, кому немцы, кому евреи, кому там еще какая-то нация не нравится. Мне все равно. Это все люди, они все жить хотят. И та ситуация, конечно, происходит, которая у вас, мне, лично мне, это, конечно, неприятно. В первую очередь идет война политиков, а страдает от этого обычный, простой и мирный житель. В одном из комментариев также женщина с Украины мне написала о том, что Лена, время 12 ночи, и здесь страшная ситуация, там не сегодня, завтра вдруг громыхнет, а у меня стоят орхидейки на окнах, и я не знаю, что делать. Конечно, ребят, в такой ситуации я вас поддержу. Я вам напишу добрые, хорошие слова. Но когда мне начинают негативить, это тоже является неприятным. Любая война в любой стране, в любом мире– это большая беда. В первую очередь, конечно, это, не дай бог, потеря родных, любимых и близких. Теряется кровь, теряется работа, теряется все. Но поверьте мне, ребят, это дело наживное. Понятно, если вы останетесь без квартиры, без дома, без жилья, восстановить, не имея средств к существованию, будет крайне сложно. Но это можно восстановить. А не дай бог на войне потеряется, погибнет любимый сын, любимый муж, брат, сват, не знаю, отец. Вот это страшно. Я пережила своего ребенка. 1,5 года назад не стало моей старшей доченьки Даши. Говорю для тех, кто это не знает. И для тех, кто лишний раз пытается залезть мне под шкуру. Ребят, я знаю, что такое хоронить своего ребенка. Это очень страшно. Это намного страшнее, чем война. Но война, она, с одной стороны, и подразумевает, что гибель и смерть. И не дай бог кому-то такое переживать. 1,5 года прошло, да, это маленький срок, но это тот срок, от которого я еще не могу отойти. Мне очень тяжело. Вам, может быть, с одной стороны, именно по ту сторону экрана, кажется, вот сидит здесь себе, видосики записывает, там что-то смеется, хохочет, что-то в этом роде. Но, ребят, мне очень трудно. Моя нервная система, моя психика очень сильно пострадала. Я, конечно, изо всех сил пытаюсь жить и быть на этом свете. Мне помогает моя семья, мне помогают мои цветы. От чего я вообще начала вести этот свой канал? Для того, чтобы мне отвлечься, чтобы вы приняли мой опыт, но и чтобы я вела с вами общение, чтобы я могла с вами чем-то поделиться, чтобы я смогла услышать именно добрые слова поддержки. Много
очень, конечно, основное количество людей это именно доброжелатели. Крайне редко кто-то пишет негатив, с таких я людей стараюсь блокировать и удалять. Давайте, ребят, мы вместе с вами будем добрее. Это не наша с вами война. Нет. Но я понимаю, что страдают от этого мирные жители. Я смотрю именно у тех людей, на кого я подписана. Они ведут свой блог и рассказывают, и показывают, и насколько им страшно. Да, это страшно. Это страшно в одну ночь взять и не проснуться. Вот это вот страшно. И забегу вперед о том, что говорят, возможно, Инстаграм заблокируют. Если вы вдруг там есть, не поленитесь, чтобы не потерять меня. Вдруг какой-то хотите получить совет, либо товар почтой отправить. Подписывайтесь на мой канал в Telegram. Я сделала такой резервный канал именно там, потому что Инстаграм относится к Америке. Это не наше. И я переживаю, с одной стороны, что не дай бог начнут блокировать YouTube. Не только меня, да вы вообще ничто не сможете увидеть. Такое огромное количество людей, такое огромное количество блогеров. Но именно даже вот взять Архаманию. У нас очень много людей, у нас очень много блогеров и зрителей. И в один момент это все могут отключить. Поэтому придерживайтесь и держитесь, и будьте рядом с социальными сетями. Одноклассники– это наше, его не удалят. Там именно регистрируйтесь. ВКонтакте, Телеграм. Вот эти вот каналы я вам советую подписаться. У меня под каждым видео есть ссылка на социальные сети. Вы можете там пройти и меня найти. Давайте, ребят, жить дружно. Никого не нужно оскорблять. Никто в этом не виноват, что случилась такая ситуация между Россией и Украиной. Никто не хочет войны. Все хотят мира, все хотят счастья, любви и всего хорошего. Думаю, что вы остаетесь со мной. Также пишите мне комментарии, можете где-то в социальных меня сетях найти. Я чем могу, тем помогу. Оно в основе, конечно, добрым словом, чтобы вас поддержать, чтобы духом не упасть. Давайте приступим к просмотру моего реанимационного окна. Вот они, все мои растюшки. Здесь уже я начала ставить орхидеи, и которые болеют, конечно, восстанавливаются мои. И также здесь у меня находятся именно вот такие орхидеи, которые недавно приходят. Я их обязательно проливаю именно с привикуром и обрабатываю абероном. Вот эта орхидеечка была вообще такая тяжелая. У нее листья были такие поникшие. Но после 2 поливов эта орхидейка буквально воспряла. Ее нужно было просто-напросто полить. Посмотрите, все листья торчком. Орхидейка прекрасно себя чувствует. И корневая система, которая была, видимо, еще раньше подпорченная, она, и остается подпорченной, ничего страшного. А та основная масса корней, она просто напилась, набрала водички. И сейчас у орхидеи все нормально. Сюда вам, ребят, я поставила именно вот эти 3 орхидеи. Это одинаковый сорт. Орхидея Амаретто. Вот эти 2 из последнего прихода. И опять, как вы можете видеть, достались мне в наследство. У них стволовая гниль на шее. Так, корневая, конечно, есть гниль, но она тоже еще от садовника. Пока вот это место, оно очень глубокое. Место среза было такое большое, видите, даже одну часть, половину пришлось мне срезать. Посмотрим, конечно, сможет ли отсюда что-то нарастить, потому что срезано достаточно огромное количество ствола. И, может быть, точку роста я вот здесь, на стволе нарушила, потому что гниль была глубокая. И та же самая ситуация у данной орхидеи этого же сорта. Но здесь, конечно, получше. Здесь стволик лучше и больше сохранен. Вот они, листики. А вот эта орхидейка находится у меня уже давным-давно. С октября месяца я ее себе оставляла. Лишь по причине того, что у меня есть вообще такой сорт Амаретто. Но он процвел у меня темно-фиолетовым. А это должен быть другой, я предполагаю.
И знаете, буквально только лишь недавно, ну, 4 месяца, как у меня находится, где-то недели 2 назад, я начала замечать, что только-только орхидея начала наращивать новые корешочки. И посмотрите, вот именно место, где была обработка фундазолом, оттуда начинает наращиваться корни. Поэтому по стволу я больше люблю работать именно с фундазолом. Он дает потом хорошие результаты, и корневая система, она растится нормально, не заторможена. Кстати, корневая гниль у нее присутствовала, она у меня начинала гнить, но с помощью привикура я все это дело остановила. Ну и вот они, новые корешочки. Вот здесь в дальнем уголочке, я, конечно, про каждую вам здесь показывать не буду, а именно у тех орхидей, которые есть хорошие результаты. Стоит вот такая орхидея. Это мне дали на восстановление. Я ее назвала от Вейнер, потому что фамилия женщины именно Вейнер. В этом видео можете про нее посмотреть. Посмотрите, как идеально орхидея сейчас у меня адаптируется. Она и наращивает, продолжает наращивать листик. А что самое, именно то, что я люблю, это пошел рост от ствола. Вот. Как сказать, корни рвут ствол. Ну и вот там тоже есть новый корешочек. Уже можно отдавать хозяйке. Но внутри грунта я пока новых корешочков их не наблюдаю. Но ничего страшного, эти отрастут и они уйдут уже вовнутрь. Поливала я орхидею также 3 раза именно с привикуром. Все хорошо, нормально, нет никаких гнилостных процессов внутри горшка. Также вдали, вот здесь у меня стоит реанимационная, тоже тяжело больная, вот такая орхидея. В этом видео можете про нее посмотреть. Сейчас что я наблюдаю? Она у меня находится просто вот так скажем, парит над грунтом. Ствол ее находится вообще в невесомости, не касается мха. Корень, который единственно был в посадке, он уходит туда вглубь. И также от этого корня начинает прорастать еще 2 новеньких. Листик новый наращивает. Один, конечно, затормозился в росте, а другой наращивается. И что самое тоже интересное, вот там в глуби, вот вы можете увидеть возле пальца моего, это корень, который уходит туда вглубь. Это новый, уже нарощенный в этой посадке. Вот он. Ой, вам видно плохо. И также новый корешочек вот нарастает. И вот этот, который был, он начинает раскукливаться. Так что вот эта система именно наращивания корневой системы даже с нуля, она рабочая. В том видео можете все конкретно, подробно посмотреть. А помните ли вы эту орхидейку «Деточка от черной жемчужины»? Буквально недавно, 5 февраля, она была сюда пересаженная. Я увлажняю мох, поливаю, ну особо ничего не делаю, именно поливаю с Редифармом и ребят. Всего лишь спустя 3 недели у орхидейки начинается новый рост. Она наращивает вот новый корешочек. Это вообще прям потрясающий и отличный результат. Больше пока я здесь ничего не вижу, но думаю, ладно. С одной стороны, даже единственный этот корень хороший показатель того, что орхидея начала здесь адаптироваться, начала здесь приживаться. Также на этом окне стоит у меня, ну вот такая, наверное, полуубитая орхидея, если можно ее так назвать. Видите, один листик желтеет, конечно, по причине того, что она берет отсюда питание. Это моя орхидея. Ну как моя? Я ее себе оставляла. И пока у нее было магазинное цветение, стояла, все нормально. А потом смотрю, цветочки у нее поникли разом. И я до сих пор ничего к ней не предпринимаю. Началась корневая гниль. Вот она сгнила, вот она гниет, гниет. Привикур даю, и вот даже на данный момент я смотрю, что могло, то сгнило. Больше уже гнилостных процессов, дальше никаких нет. И, конечно, она потеряла, наверное, процентов 80 всех корней. И тургор у нее потерян, это обоснованно, потому что
корневая система питания не дает, и в первую очередь начинают страдать листья. И в посадку я к ней на данный момент не лезу, потому что вот эти вот два листа, они остаются в хорошем тургоре, в хорошей упругости, даже нет ни одной морщинки. И если вдруг начну замечать, что даже эти листья теряют тургор, только потом начинаю пересаживать. А почему именно вот эти два листа, они вот так вот обмякли, они совсем сморщинились? Возможно, та часть корневой системы, которая их питала, она погибла. И вот такая вот ситуация. Лишний раз к орхидейкам не лезу. Конечно, можно было бы пересадить, что-то еще сделать. А смысл? Для чего? Ну, пересажу я ее. Ну, создам я ей еще больше стресс и начнет гнить корневая дальше. Поэтому выжидаю момента. А вдруг она сейчас все остановит и пойдет в режим наращивания корневой системы. Вот именно жду, что будут новые корни у ствола. Вот сюда вам я поставила две орхидеи. Но это, ребят, одна. В этом видео вы можете посмотреть, что с ней случилось. Я оторвала ей голову. Она вообще была вот на таком тонюсеньком стволе, но загнил ствол. И я неаккуратно крутанула, и орхидея оторвала голову. Она находится у меня здесь уже 2 месяца. И посмотрите, хорошо, нормально сидит, зеленая, ничего не происходит, не гниет. И, кстати, замечаете, что листья, они твердые. Вот, ну, их даже видно, они не морщинистые, нет, они нормальные, твердые. А если вот ситуация вот с этой орхидеей, которую я вам сейчас демонстрировала, или это безо всего, сидит в бутылке и тургор хороший, или у этой какая-никакая корневая есть, но именно листья, они потеряли тургор. А все потому, что ей не хватает влаги, ей не хватает воды и питания. А это сидит царевна прямо в воде. И вот такие вот орхидейки, они в основе не теряют тургор. Если бы я ту орхидею усадила при пониженном тургоре в воду, они бы листья начали желтеть, потому что они бы начали брать огромное количество воды. Орхидея с этим не справляется, и они желтят и портятся листья. Ствол за 2 месяца не оброс корнями вообще. У меня вот орхидейка от фузариоза, которую я вам буквально вчера показывала, у нее и то наросли корни, а это нет. Так что здесь орхидеи могут сидеть очень огромное длительное время, даже может полгода понадобиться, чтобы она хоть какой-то единственный корешочек выпустила. И также хочу показать основу, да, которая у нее была. Так, давайте, вот они корешочки, посмотрим, твердые. Такую орхидею можно держать ровно до тех пор, пока есть корневая внутри грунта. Как только она полностью сгнивает, смысла уже нет, тогда ее можно выкидывать. Но этой орхидее повезло, у нее есть один листик, за счет которого тоже орхидейка и живет. Да даже если листа не будет, остаются одни корни, все равно можно содержать. И буквально, ребят, смотрите, недавно я увидела, что орхидейка дает мне дитя. Так, посмотрим. Нет, там больше именно у корней, у ствола ничего нет. Ну и то ладно, и то хорошо. По крайней мере, одна деточка, да, она будет. Хочу, ребят, еще вам показать вот такую орхидею. Очень интересная. Чем? Ну, конечно, печально в плане того, что у орхидеи нет точки роста. Видите, она сгнила. Это было уже давным-давно. И она изначально, ну вот тоже сидит, ни живая, ни мертвая, ни туда и ни сюда, и никакого развития у нее нет. Это я сейчас ее по типу закрытой системы горшок-горшок установила. Корневая система у нее есть. Даже пытается проращиваться, но вот прям кое-как. И, конечно, такие орхидейки без точки роста, они дают деток, да. Вот она, деточка, у меня нарастает. Все у нее, не совсем у нее, правда, нормально. А почему? Что же вообще изначально было с этой орхидеей? Вот как по моим наблюдениям, когда у них заторможенный рост.
То есть листья путем не наращивает, корневую систему путем не наращивает. Вот стоит вот ни живая, ни мертвая, ни туда и ни сюда. Это говорит о том, что в ней сидит какая-то грибковость. Грибковость изначально начала проявляться на стволе. Вот там внизу можете видеть, что я зачищала. Она у меня тоже пострадала в тот момент, когда Даши не стало, когда я за ними не ухаживала. Далее у нее, ну все там вроде нормально было, потом начала именно страдать точка роста. Зачистила. Смотрите теперь какая ситуация. Вот такое пятно у нее буквально недавно образовалось. Его хорошо видно с этой стороны. Оно имеет желтую кайму. Плоховато видно, но она есть, желтая кайма. Вот та грибковость, которая сидит и не дает развития орхидейки. И детка, конечно же, заражена этой грибковостью. Конечно, какой я сказать не могу, а вот видно на листике желтизна. Нужно, конечно, будет его вот так вот обрезать, захватывая здоровую ткань, где-то примерно сантиметр отступить и обязательно отрезать, чтобы это не ушло никуда дальше. Вот здесь также по краю листа видно, что грибковость она присутствует. И деточка не совсем правильно развивается. Тоже вот у нее есть вот такие всякие непонятные вмятины. С виду, конечно, нормально, но будем надеяться. Листик вот она себе отжелтила. И есть у меня еще одна вот такая же орхидея с такими же приключениями. Тоже в тот момент пострадала, когда Даша не стала. Видите, все сгнило, точка роста нарушена. Два вот таких листа. Эта орхидейка вообще изумительного сорта пиниф. И пыталась, она вот прям пыталась дать мне отсюда деточку. И вот это вот, что вот здесь какой пень ствол есть, это тоже была детка. И, ребята, она не может их вытянуть. Она не может их нарастить лишь только по причине того, что та же самая грибковость сжирает. Вот даже видно, что были корешочки у этой детки. Вот корень, и сожрала. Все до конца сожрала. Жалко, конечно, ситуация, что вот такая вот здесь вот тоже пипочка набухала зелененькая, и не может она ее никак нарастить, пробудить, но все равно я ее не выкидываю, я ее иногда пролечиваю. Буду, конечно, надеяться, что орхидейка сможет нарастить детку и восстановиться. Хочу, ребят, вам показать одну такую крутую орхидею, которую я купила себе специально уцененную. В этом видео вы можете про нее посмотреть. Приехала вообще убитая напрочь. У нее было два поникших листа. Можете там посмотреть. И лист, который вот здесь вот один был, она его уже со временем отсушила. Но установив листик кверху, напоив орхидею ее корневую систему с привикуром, какая-то, конечно, есть пропавшая, но какая-то есть и нормальная. Орхидейка сразу воспряла. Лист стал твердым, упругим, и посмотрите, какая благодать. У нас наращивается именно внутри новый лист. И также замечаю, что вот этот корешочек, он начинает у нее раскукливаться. Вот начинает новый корень наращиваться. И ничего не зачищаем. Хотя можно было бы подумать о том, что ствол черный, нужно лечить и резать. Нет, ребят, для чего? Все нормально. Посмотрите, как она хочет жить и быть моей орхидейкой, чтобы я ее любила и за ней ухаживала. Иначе бы, вот я думаю, что на ферме она пропала бы. Вот такая орхидейка, тоже недавно вам ее показывала. Она была полностью без корней, наращивалась в бутылке. И два корня как появились, я ее сюда усадила. Их плохо будет видно, но, ребят, у нее, знаете, вот там вдали, видите, наращивается еще один корешочек. Вот он. Вот эти два корня, которые серый и зеленый, это новый, а те два корня это старенькие. Новый листик начинает расти. И как можно сказать о том, что вот эти орхидеи, которые сидят в бутылке, бери и выкинь. У нее начинается вторая жизнь. У нее начинается новая жизнь. Буквально еще немножко, чуть-чуть она здесь корни себе понарастит. И далее она пойдет в посадку и будет здоровой, полноценной орхидейкой. Ребят, самые интересные экземпляры я вам показала. Их, конечно, здесь множество. И в одном видео говорить о них о всех я не могу.
Также вы можете наблюдать, что у меня вот такой обычный светодиодный светильник, под которым они растут. И, как вы видите, результат от этого есть. Он установлен у меня, но на уровне 60 сантиметров от подоконника. Так что света им хватает, и они, кстати, не обжигаются. Эта лампа 6500 кельвинов и 40 ватт. Ну что, вот такое вот интересное видео с хорошими результатами у некоторых орхидей, и я вам показала. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Оставайтесь со мной. Всем всего самого доброго. Всем пока.